Сталкер 2 вышел игрой с довольно большим открытым миром, на исследование которого точно уйдет больше сотни часов прохождения. Я уже прошел игру, и в данном видео покажу несколько лайфхаков, которые помогали мне в моем исследовании зоны. Всем привет, это Крамер, и у нас 25 лайфхаков «Сталкер. Сердце Чернобыля». Перед началом видео небольшой дисклеймер. Какие-то из представленных лайфхаков могут показаться банальными, какие-то очевидными, что-то вы уже знаете. Игра только вышла, поэтому многие секреты еще впереди. Итак, начнем. Теперь не обязательно вешать артефакт на вывод радиации. Если у вас есть артефакт на поясе, который дает радиацию, достаточно сделать улучшение у техника, а именно свинцовый контейнер. После его установки ячейка на поясе будет подсвечена зеленым цветом, и в нее можно размещать абсолютно любой артефакт. Радиацию вы получать не будете. Да, многие еще не знают про это. Анимации — это хорошо. Они выглядят красиво, добавляют погружение в игру. Но во время боя лишняя секунда может стоить жизни в игре. Их количество можно значительно уменьшить, если применять еду и аптеки прямо из инвентаря поверженного NPC. Кроме этого, когда открыт ваш рюкзак, применяйте сразу несколько предметов. Эффект от всего вы получите, а анимации каждого предмета не будет. Чтобы разряжать оружие, нужно навестись на него мышкой и нажать клавишу G. Очень удобно, когда налутал много пушек. По-быстрому разрядил их все и сложил в схрон. Или выкинул. Ремонт у техника на кордоне дешевле всего. Имейте это в виду, когда ваш экзоскелет полетит на 50 тысяч, пушка на 20 тысяч и вторая пушка на 10 тысяч. Конечно, лучше не доводить до таких крайностей. Но в игре есть миссии, где у вас не будет возможности ремонта. И вот после них ремонт вылетает в копеечку. На 10 тысяч дешевле даже. Понимаете, да? Офигеть. Здесь на 5000 дешевле. Тут ладно, рублей 400-350. Тут сколько? 1500 дешевле. Радий був допомогти. Через аномалию стеклянные осколки можно пройти, не получая никакого урона. Для этого при ходьбе нажимайте клавишу X. Обращайте внимание на знаки на различных строениях, объектах и автомобилях. Это означает, что рядом где-то хороший тайник. И поверьте, он стоит того, чтобы его поискать. Фонарик Stalker 2 очень важная вещь, но иногда он только мешает. Обратите внимание, что когда он включен, задний фон становится темнее, в то время как при его отключении гамма яркость заднего фона повышается. Мне отключение фонарика не раз помогало в игре. Двери в игре не обязательно открывать на клавишу F. Их можно открыть, если просто побежите на них.
Здесь лайфхак очевидный. Энергетики снижают насыщение, поэтому пейте минеральную воду. Ящиков с продуктами в зоне огромное количество. Лутайся правильно. Замечал, что многие игроки тратят большое количество времени в бою на лутинг NPC. Сперва разряжаешь оружие на G, потом выбрасываешь пушку, если она тебе не нужна. Либо оставляешь и нажимаешь на R, при этом забирая все. Хотя я уверен, вы все равно возьмете все, что видите. 17-летний хомяк после игры в моду на сталкера даст о себе знать уж точно. Пистолет и нож скифа нельзя выбросить. Имейте это в виду, когда будете бить бюрера. На текущий момент урона пистолета сравним с калашом. Бюрер не сможет отобрать этот пистолет. Хотя, как по мне, эффективнее всего разрядить в него магазин саги или кувалды. Очень удобно, что можно скипать анимации предметов, просто перейдя на бег. Например, вы случайно нажали на применение какого-то предмета и не хотите его тратить. Прерывайте анимацию и переходите на бег. Это лишь одно из применений. Я также часто применял эту фишку и в бою. В игре единый схрон, поэтому не забывайте складывать туда весь хлам, если до схрона недалеко бежать. В частности, это относится к оружию с красным значком. Вы его потом в баре сможете продать. И на дистанции так вы сможете получить немало купонов. Обязательно нужно найти артефакт «Странная вода». Он дает 40 кг дополнительного переносимого веса и сильнее всех выводит радиацию. Найти его можно вот здесь, на затоне. Прикладываю инструкцию от подписчика, как можно заполучить этот артефакт. Помните, я говорил, складывайте пушки с красным значком в схрон. На заводе Росток есть барахольщик, который покупает сломанное оружие. И на этом можно не слабо подняться. Юджина. Кувалда. Один из лучших дробовиков в игре. Проигрывает разве что в перезарядке Сайге. Получить его довольно легко. Всего лишь пройдите арену, и оружие ваше. Кроме того, на нем уже стоит большинство улучшений, что сэкономит ваши купоны. Держи пушку.
Аномалии, на которых можно прыгать. Если их видишь, значит рядом может быть тайник. Либо путь к тайнику. Или с чего-то можно будет в нее прыгнуть. Например, какая-то большая высота. В общем, около них стоит внимательно осмотреться. Если вам нужно будет ходить около бродячей электро долгое время, например, вы что-то ищете, или подбираете артефакт, снимайте с пояса все артефакты. Так аномалия не будет вас замечать. Но помните, это не значит, что она будет от вас убегать. В файтах вы можете экономить время перезарядки. Все, что нужно сделать, это просто нажать клавишу перезарядки. После этого сразу начать лутать хабар с NPC. В это время ваше оружие будет перезаряжаться. Весьма удобно. Когда исследуешь мир в Stalker 2, обязательно ставь маркеры по пути исследования своего маршрута. Так будет проще ориентироваться. Можно ставить несколько маркеров, но обычно хватает и одного. Все тайники заполнены изначально. Исследуйте зону и запоминайте, где лежит та или иная вещь, чтобы на следующем прохождении вам было проще. Кроме этого, найденные комбинезоны и оружие будут чуть ли не основным вашим доходом. Повертайся з хабарчиком. В игре вы будете лутать очень много коробок. Иногда из них нельзя будет забрать все предметы. В этом случае нанесите урон по коробке еще раз. На гитаре можно играть где угодно. Достаточно нажать Tab, а потом G. Помимо мышки, менять аккорды на гитаре можно с помощью нумпада. Это очень удобно, и теперь вы случайно не зажмете неверный аккорд. Продавай хабар правильно. Никогда ничего не продавай барменам. Они берут вещи на данный момент дешевле всех. Обычный торговец с оружием – идеальное решение. Может быть, в будущем экономику поправят. Прикладываю таблицы от подписчика, где указано, кому что выгодно продавать. Успехов в изучении. Как и в оригинальной трилогии, некоторых мутантов можно загонять в аномалии. Есть даже ачивка на этот случай. Не забывайте про это. Зона иногда вам может помочь.
Дополнительные лайфхаки и советы. Когда спускаетесь по лестнице, жмите Shift. Так ваш спуск ускорится. Крыс можно накормить батонами и колбасой. Мне 2 недели на эфирах про это говорили. В итоге вот что вышло. Нихера ваша проверка не работает. Рекомендую тем людям купить и завести вот этот запорожец. Всего лишь нужно подержать артефакт у двигателя некоторое время. Я же лучше накормлю крыс ручной гранатой. Вы говорите, батончики надо им давать. И последний на сегодня совет. Поставьте моды на отключение компиляции шейдеров. И долгий день. Это прям необходимые моды. Важно помнить, что компиляцию шейдеров делать нужно обязательно хотя бы раз. И после выхода патча в том числе. Долгий день необходим. В темноте вы не увидите всю красоту проработанного мира. С модом на долгий день ощущения от игры будут совершенно иными. Хотя наверняка патчами его длительность поправят. Ну что, выживший, вот таким сегодня оказалось наше приключение. Возможно, видео было полезным. Огромнейшее спасибо всем за просмотр. Увидимся в новых видео. А мне пора. Пока, друг. До новых встреч.